Всем доброго времени суток, ребята. Дания подняла пенсионный возраст до 70 лет. У меня два варианта. Либо там в Дании ёбнулись, извините за мой французский, либо они создали эликсир молодости и бесконечной жизни, потому что 70 лет выходить на пенсию. В Ирландии это 66 лет. То есть вы выходите на пенсию, да, по возрасту, и вы дальше живете, да, себе в удовольствие. Я не знаю, честно, пишите в комментариях ваше мнение, я выскажусь, да, по этому поводу, вообще про все вот эти вот пенсии, да, о этом всем обеспечении и о том, что я думаю про все это. Потому что, как ни крути, знаете, мы там говорим, Украина все плохо, но на примере моего отчима, который шахтер, да, который вышел на пенсию, да, через 30 лет, да, то есть он начал работать вроде бы с 19 лет, и вот он вышел там, ему и 50 лет, если я не ошибаюсь, либо 50 было, да, и он вышел уже на пенсию, он проходчик, да, то есть проходческий стаж. Понятное дело, это, вы скажете, ну, это сложная профессия, которая травмоопасная, плюс... Ну, типа, опасность это когда быть полицейским, там, спасателем, у них свой стаж, это понятно. Но вот это вот нормальное движение. Ты отработал там 30 лет, 35 пусть, да, и ты выходишь еще более-менее молодой, и ты еще можешь порадоваться этой жизни. 70 лет. Я, блядь, извините за мой французский, я вообще сомневаюсь, что я доживу до 70 лет. А там только на пенсию выходят в 70 лет. В Дании теперь будут. Люди. Это что такое? Я не понимаю. Это как вообще работает? Ребята, если вы не хотите выйти, дожить до своего пенсионного возраста, то вот, открывайте доктор Пеппер, пейте его каждый день. Он максимально с сахаром. И вот этот напиток максимально вас убьет, и тогда вы точно не доживете до своего пенсионного возраста, и возможно даже это лучше, чем ждать вот этого вот, да, светлого будущего, которое по факту никогда, наверное, не наступит, потому что с таким пенсионным возрастом вообще непонятно. Давайте. Сладючее. Ой. Из всех газировок доктор Пеппер это самая жесть. Это самый ужас. Тут самая большая концентрация сахара. Я не знаю, чем он популярен, но, честно, такая гадость. Пишите, если вам тоже не нравится доктор Пеппер. А если нравится, то почему. Но не в этом суть. Мы про пенсионный возраст. Объясните мне. То есть человек отработал, например, 40-45 лет стажу. Это так я в среднем, потому что получается, если ты начал работать даже в 25 лет, вот получается, что 40-45 лет стажа у тебя будет, если ты выходишь в 70 лет на пенсию. Получается, ты выходишь в 70 лет и умираешь в 75. То есть получается, ты получаешь пенсию 5 лет. То есть ты платил налоги 40-45 лет. Вот просто логическая цепочка. Можно немножко, да, по логике пройдемся. А потом ты получаешь всего лишь 5 лет от государства эту пенсию. И все. Так получается? Ну я правильно мыслю или нет? Ладно, в 80 ты умираешь. 10 лет. Платил 40-45, а то и 50. В чем логика? В чем смысл этого? То есть ты отдавал государству столько лет свои налоги, а потом просто за 5 лет вот ты получал, ты умер, да, от болезни, ну, потому что уже возраст. И все. Ладно, ребята, пример мне нравится, как в Америке, накопительная пенсия, да, ты можешь там и свою пенсию отдать и в трастовый фонд, там и проценты, все накапливаются, инвестиции, ты можешь забрать сразу, ты можешь разделить, ты можешь передать, то есть даже если ты умрешь, твои бабки не исчезают в пользу государства. Кто связан с американской системой, напишите, прав я или нет, что там деньги твои пенсионные до накопления, они просто не исчезают просто, если это накопительная пенсия, то есть по факту это как вариант, да, вот этого, чтобы накопить и потом как-то их оставить, как-то их инвестировать, чтобы они просто не исчезли как воздух. Ну, Дания, это вообще что-то нереально. 70 лет. Но я отвечаю, кто из вас, ребята, кто меня смотрит, да, кто рассчитывает дожить до 70 лет, просто пишите плюсик. Честно, я не знаю, как вот до 70 лет работать получается, чтобы потом получать пенсию.
Это кем работать надо? Просто бумажки перелаживать. Я понимаю, что даже вот это ООН, да, эта организация супер-пупер там, они же уже сдвинули, типа, возраст, что уже 40 лет считается еще молодежь. То есть, прикиньте, 40 лет уже молодежь, 50-60, типа, это средний возраст, да, и уже вот 70-80 это уже старые люди. Это когда такое произошло? Это когда такое омоложение? Это что? Уже инъекции есть какие-то вечной молодости, какое-то омоложение, какие-то фонтаны какие-то с святой водой открыли, которые вас ставят на ноги, которые вылечивают рак и все остальные болячки, да? Мне непонятно, я немножко, честно, в шоке от этой новости, я просто читаю, открываю, Дания повысила и установила рекорд, вот это рекорд, я так рекорд, я понимаю, думаю, там все довольны. Там все довольны именно, весь народ такой, вау, класс, давайте еще, давайте в следующем году поднимем до 75 лет, это круто, это вообще огонь. То есть я вот эту цепочку не понимаю. В моем понимании должно быть от стажа. Вот ты 30 лет проработал, все, ты можешь, давайте так вот сделаем, да, 30 лет проработал, вот 30 лет ты можешь получать пенсию. Почему нет? Вот почему не сделать вот так, чтобы это было реально справедливо? Ну как это? То есть ты реально выходишь в 70 лет на пенсию, умираешь в 72. 2 года получил пенсию и все. То есть ты отдавал эти налоги, эти проценты со своей зарплаты государству. И просто, получается, те все годы ты подарил. Это просто, ну, пишите свои впечатления насчет этой новости. И правильно ли я рассуждаю? Либо все-таки говорю что-то не так. Вот мы, да, говорили, в Украине что-то не так, что-то не то. Извините меня, тем же шахтерам, там, полицейским и остальным химикам, химическая, в смысле, промышленность, металлургам, у них вот именно можно было выйти на пенсию, сколько там, 25 лет подземного стажа, и все, ты выходишь. Так же самое металлург, там, 25 лет, все. Ну, камон, ну, так это нормально, это правильно. Ну, так сделайте для обычных людей, если это не вредная, да, профессия, например, 35 лет стажу, все, 35 лет отмантулил, не хочешь, уходишь на пенсию, все. Какие 66? Даже 66 в Ирландии это много, как по мне. Это много. Я понимаю, что продолжительность жизни увеличилась, но не настолько она увеличилась, как они все, во все, да, эти, как его, везде это все обсуждают, прям кричат во все рупоры. Увеличилась там на год, на 2. Что такое год-2 в процессе жизни? Ничего, это щелчок, вот, все, 2 года нету. Смысл этого движения я не понимаю. Я это не одобряю, я же говорю, я одобряю такой момент. Либо сделать конкретно, вот, 30 лет выходишь, либо сделать там 35, даже 40. И потом ты вот эти 35-40 можешь получать вот такое, на такое определенное, да, количество времени пенсию. Либо накопительное, чтобы эти все бабки, ты мог даже написать какое-то, да, какое-то завещание, чтобы эти деньги перешли твоим внукам, твоим детям. А то получается ты ну как это? Говорят, что в старости только начинается жизнь, там, путешествовать. Что в 70 лет уже тебе может хотеться? Если у тебя уже ничего там, извините, не встает, не приподнимается, ты вообще уже, ну, ничего не можешь ни выпить, ни пойти, ни потанцевать. В чем смысл вообще этой пенсии? В чем радость этой жизни? Я не понимаю. Но мне кажется, в 60 лет еще нормально. 55, вот нормально, что ты еще как бы и не там, и не сям, и еще ты можешь и станцевать, гопцу, дыпця, дрыпця, блин, и чарку хлопнуть, и еще может даже там и в постельке что-то там замутить, да, как-то что-то там поднять, приподнять, какие-то радости жизни у тебя. Ну, как-то что-то, ну, я не знаю, ребята, это очень сложный вопрос, и меня Дания удивила, и многие решения, да, вот в Европе, вот особенно в Западной Европе, да, и в Скандинавии меня удивляют, там многие правила и законы, конечно, они очень прикольные, удивительные и непонятно, это делается для людей, либо против людей, либо чтобы люди, да, либо чтобы государство просто обогащалось за счет людей, в принципе, это так и делается, но это какая-то уже грубая система, если честно, я этого не понимаю, наверное, понять и не смогу, потому что я немножко, да, другой ментальности. Всегда на связи, держу в курсе, пишите свое мнение, нравится вам, не нравится такие вот решения, и куда мы вообще катимся. Скоро уже, наверное, я не знаю, до 80 дойдем, пенсия будет платиться, я не знаю. Например, в той же, да, Индии, в Китае там толком нету никакого такого пенсионного обеспечения, и люди, да, вот как-то там живут как-то, да, вот с другой стороны. То есть, короче, непонятно, ладно, сложный вопрос, но я высказал свое мнение по этому поводу. Не понимаю.
Не розумію. Cheers.